Привет, друзья! Мы на строительном объекте, и сейчас я вам покажу, какая у нас технология строительства, какой порядок возведения стен и как вообще происходит стройка на нашем объекте. И вот тут у нас уже идет процесс строительства дома, в самом разгаре стройка. Ребята уже пошли на обед, обедают, а я вам покажу, потому что многие спрашивают, как вы строите. И смотрите, как происходит у нас строительство. Здесь вот фундамент, залит черновой пол, черновая стяжка. Идут сейчас ливни, и немного налило воды, но это я вам позже покажу, еще расскажу подробнее. Здесь проложено цоколь, поднят 2 ряда кирпичом, кирпич рядовой красный. Здесь уже промазана мастика, и на эту мастику наклеена гидроизоляция. Можно промазать мастикой, можно битумным праймером для лучшего прилипания гидроизоляции. И идет, вот получается, 2 ряда, это поднят цоколь, потом на эту высоту будет подниматься пол, чистовой пол, будет делаться сухая стяжка, теплые полы. А вот эти 2 ряда, это служили как несъемная опалубка для заливки плиты. Гидроизоляция идет вот здесь, первый слой отсекает бетон от рядового кирпича. Кирпич вот этот полнотелый, красный. И вот он, этот кирпич, которым прокладывали цоколь. Марка кирпича М200. Лучше вот выбирать качественный, хороший кирпич для кладки цоколя. Вот он без отверстий. Вот так выглядит. И первый слой гидроизоляции на бетоне отсекает рядовой кирпич. И второй слой уже идет на кирпиче. Отсекает кирпич от облицовочной кладки и от газосиликатного блока. Основные стены идут из газосиликатного блока. Газосиликатный блок обычно используется в нашем регионе марка D500. Кладка идет под клей. Чтобы класть его под клей, он должен быть более-менее ровный по геометрии. Ну, вот здесь технология от Hebel, по германской технологии газосиликатный блок. И размер стены, толщина стены идет 375 миллиметров, почти 400 миллиметров, высота 250 блока и длина 625. И сразу же вам покажу, вот здесь сделаны отверстия в цоколе, насквозь эти отверстия, и эти отверстия идут в каждой комнате. Вот сейчас я пройду дальше, и смотрите, вот здесь следующее отверстие. И для чего сделаны эти сквозные отверстия? Для того, чтобы стекала лишняя вода, так как грозовые тучи, вот вчера влил сильнейший дождь, и по улицам города у нас просто потекли реки. Также валились деревья, был ураган. И так как у нас здесь проложено вот цоколь, поднят выше стяжки, то здесь получается у нас как бассейн. И когда идет дождь, то в воде некуда сливаться. И смотрите, видите, собирается здесь вода. Если бы не было вот здесь гидроизоляции, то вода бы уже впиталась бы в газосиликатный блок, в облицовочный кирпич, начала бы впитываться, ну и уже бы здесь высохла. И вот эти отверстия нам служат для того, чтобы лишняя вода, вот это отверстие с этой стороны, служит, чтобы лишняя вода вытекала. Если бы мы не оставили отверстие, здесь был бы уже
бассейн полный воды, так как у нас уже были случаи на других объектах, вода доходила вот до сюда, было и 20 сантиметров. И также это очень удобно, если вы, например, оставляете фундамент в зиму. Здесь вот в зиму стоял материал, было все загружено, и все это зимовало. Также зимой здесь падает снег, потом он тает, и чтобы вода, быстренько лишняя вода, чтобы утекла, вот эти отверстия сделаны специально. Так что вот такой лайфхак. Кладем мы стены одновременно, поднимается сначала облицовочная кладка, и следом же идет стена из газосиликатного блока, основная стена. Здесь оставлен вент-зазор. Вент-зазор 2,5, около 3 сантиметров. Вот смотрите, у меня рука сюда пролазит. Сначала поднимаем облицовку на высоту, которую сможем достать. То есть вот так мы стоим на цоколе, и 12-13 рядов мы достаем. Проложили сколько достали, ну вот по грудь примерно. Выпускается из облицовки сетка. Здесь вот идет у нас базальтовая сетка. Также в облицовочной кладке идет металлическая сетка арматурная для армирования. Эта сетка тоже армирует кладку, и облицовочную кладку армирует, и идет для армирования газосиликатного блока. Первая сетка, смотрите, вот здесь выпущена. Не знаю, видно или нет. И она вот идет непрерывная, не прерывается, прерывается только на оконных проемах. Затем выкладываем несколько рядов газосиликатного блока, поднимаем 2-3 ряда. Здесь мы подняли 3 ряда газосиликатного блока для того, чтобы запечатать сетку, которая у нас попадает на этом уровне, чтобы мы потом, когда будем класть, не топтались по сетке, не топтали, не рвали ее. Положили блок, 3 ряда, и теперь с этого уровня, вот мы стоим на этих блоках, и уже кладем облицовочную кладку, опять столько, сколько достанем. Вот смотрите, я встал сейчас на стену, вот так мы идем, здесь с ведром, наложен кирпичик в стопочках, кладем кладку, и также можно вот достать примерно вот по грудь, чтобы можно было вот расшить кладку. Я вот так, кладка расшивается, и каменщик кладет, пока вот видит, чтобы видеть вот эти вертикальные швы. Должны тоже вот просматриваться, чтобы швы у нас не убежали никуда. И затем уже мы поднимаем дальше газосиликатный блок на ту высоту, которую сможем достать. Блоки очень тяжелые, и слишком высоко их, конечно, не проложишь. Там уже где повыше можно их класть вдвоем. Так мы по одному их кладем. Так как вот этот блок, смотрите, он какой огромный, и вес этого блока около 40 килограмм. Если он мокрый, намок вот после дождя, например, как вот эти блоки, видно, он темного оттенка, этот блок насытился водой, он тяжелее. Который вот светлый блок посветлее, он высох и немного вот полегче. И после того, как мы выложили стену из газосиликатного блока, уже ставим леса по всему периметру ставим. Также леса можем поставить из этих же блоков, сделать тумбочки, и стелим доски. На леса уже кладем кирпич, и уже мы выгоняем облицовочную кладку до самого конца. То есть вот этих лесов мы уже можем достать и облицовочную кладку, и основную стену до конца этажа. Обычно высота потолков обычно вот делают 3 метра, но бывают случаи, кто-то 3,20 делает, очень редко 3,5 метра тоже бывают потолки у некоторых заказчиков.
Ну, обычно 3 метра, 2,80. И очень удобно мы достаем до конца эту кладку и уже делаем, закруживаем весь периметр дома на эту высоту. Далее одновременно идет кладка капитальных стен, несущие вот эти внутренние стены. Эти вот стены идут по периметру, эти вот внутренние стены, сразу мы их разметили. Так же, как и эти стены, первый ряд идет у нас на раствор выравнивающий. Тут также проложено на раствор. Вертикальный шов у нас сразу же идет вот под клей. И вот такие шовчики идут, полностью идет заполнение клеем, чтобы шовчики не продувались. Тут также каждый блок выровнен вот так по уровню, ставится, выравнивается. И дальше уже следующие ряды пойдут на клей. И смотрите, вот эти стены у нас, таких идет 3 стены. Это 1, 2, 3 стены. Мы сразу разметили и будем класть их одновременно, делать перевязку вот этих стен. Вот так блок запускается в эту стену и перевязывается. Вот таким способом, вот таким образом идет перевязка. Также с другой стороны. Поэтому сразу же эти стены размечаем. Они у нас одинаковой толщины, поэтому их очень удобно вязать. Делаем жесткую перевязку. Дальше, когда у нас будут внутренние перегородки, эти перегородки обычно идут или в пол кирпича, или также могут из газосиликатного блока. Перегородки, они уже у нас не несущие стены, и мы их будем привязывать с помощью, либо с помощью подвесов, либо с помощью арматурой, ну каким-либо другим способом. Стены мы каждый раз накрываем, каждый вечер, когда мы уезжаем, либо если мы кладем основную стену из газосиликатного блока, также накрываем стены, так как может пойти дождь в любой момент. Вон опять затягивает небо, там вдали виднеется туча. И самое главное, накрывать облицовочную кладку, так как в кирпиче есть отверстия. При сильном ливне эти отверстия просто заливает водой. Тут стоит вода. Вода эта начинает впитываться в кирпич. И большая вероятность появления высолов на кирпиче. Вот такая у нас, смотрите, облицовочная кладочка идет. Сделана достаточно качественно, симпатично смотрится. И в нашем регионе очень многие возводят дома сразу же, вот как я вам сейчас рассказал. Облицовочная кладка и основные стены идет одновременно. И чем это вот удобно? Удобно тем, что мы при такой кладке у нас всегда получается все в целых кирпичах. Мы раскладываем первый ряд на сухую, делаем вот одинаковые шовчики у нас, чтобы были. Берем одинаковое расстояние. И потом у нас, когда открываются окна, и на окнах, видите, у нас нет никаких ни пиленных кирпичей, ни чекушек, ни 3/4. То есть идет вот целый половинка, вот все в целых кирпичах. Поэтому мы сразу все разложили, и всегда вот можно, например, сместить окно правее, левее, там на пол кирпича, всегда все это можно подгадать, как нам удобнее. И во-вторых, мы один раз ставим леса, поставили, и коробку дома всю выгнали за один раз. Также потом, пока сделают крышу, пока поставят окна, влага из газосиликатного блока, основная часть уже уйдет. Также эти стены уже подсохнут. И смотрите, рядом здесь дом, строится вот сосед. И у него уже, он построил сначала дом из газосиликатного блока, поставил крышу, поставил окна, оставил место под облицовочную кладку
и у него уже дом будет обкладываться кирпичом немного позже. Многие вот так делают, таким способом, но такой способ удобнее, когда, например, если вы утепляете основную стену, если утепляете газобетон, то тогда удобнее выложить, и даже не удобнее, а по технологии лучше выложить стену из газобетона, потом наклеить утеплитель, поставить утеплитель нужно очень правильно, очень хорошо, очень плотненько к стене, наклеивается, оставляется вентиляционный зазор 3 сантиметра примерно, но это тоже все это просчитывается в разных случаях по-разному, и уже потом обкладывается дом. Но здесь уже при обкладке дома, при облицовке у нас могут появиться проблемы. То есть у нас, даже если мы первый ряд раскладываем все в целых кирпичах, то потом подходим, когда к окну, на окне уже у нас может не получиться выйти в целых кирпичах, и уже придется пилить кирпич, что-то вот придумывать, что-то запиливать. Но раскладку здесь тоже надо делать, конечно, обязательно. Во-вторых, при обкладке дома мы уже будем ставить опять леса. То есть первый раз леса ставились, когда выкладывалась коробка дома из газосиликатного блока. Второй раз уже строители будут ставить леса снаружи и уже обкладывать дом. И обкладка дома всегда идет немного дороже, чем когда вот кладешь стены сразу, так как когда кладешь стены сразу, обычно ставится материал весь у нас внутри, газосиликатный блок, облицовочный кирпич, мы все поставили, все рядом, ты кладешь, и меньше идет трудозатрат, то есть не надо растаскивать этот кирпич. Здесь уже, если получится поставить, это хорошо, если манипулятор будет ездить вокруг здания и сможет вам поставить, то будет отлично. А так обычно всегда ставят где-нибудь этот кирпич. Бывает, даже и за забором ставят люди, и потом каменщики сами таскают. Это тоже, если далеко, например, растаскивать кирпич, цена автоматически еще увеличивается. Вот. Поэтому всегда при обкладке идет немного дороже вот цена. Плюс может не выйти у вас в целых кирпичах. И вот смотрите, здесь вот из отверстий видно, как вытекала вода при дожде. Вот она у нас одно отверстие, вот другое отверстие. И газосиликатный блок у нас именно вот в нашем регионе, именно вот этот газосиликатный блок у нас редко кто армирует. Ни первый ряд не армируется, ни последующие. Идет армирование просто сеткой, но это тоже зависит от материала. Есть, например, другой газосиликатный блок другой фирмы, и вот его уже нужно обязательно армировать арматурой, также дополнительно сеткой можно армировать. И этот газосиликатный блок, хоть он и такой же марки, как и у нас вот этот блок, но он все равно трескается, трещат стены, то есть он по качеству намного уступает. И даже тот блок, когда вот армирует, эта арматура не всегда помогает, потому что все равно появляются паутинки по стенам. Чаще всего паутинки появляются вот под окнами, над окнами. В этих вот местах самые слабые места. Здесь, как видите, у нас ничего вот не проармировано. Даже вот по капитальным стенам видно, мы ничего не штробили и не армировали. И сразу же, когда подняли газосиликатный блок, обрамили окна, прошли по окнам, вот здесь вставляется пиленный газосиликатный блок. Газосиликатный блок
пилится станком. Очень удобно пилить станком, очень быстро. Также используется для опилки кирпича. Есть станок у нас специальный. Тоже очень удобно, очень быстро и намного ускоряет нашу работу. Мы всегда стараемся улучшить качество нашей работы. Всегда обновляем инструмент, стараемся обновить, чтобы нам было легче работать, чтобы было проще работать. Здесь сложены доски, которые остались от опалубки, от фундамента. И вот эти доски пойдут на леса. Часто вот остаются доски после снятия опалубки. Либо заказчик завозит доски, уже можно завести на крышу. И эти доски мы используем себе для лесов. Потом мы их отряхаем от раствора. И уже дальше используют их кровельщики. И хочу обратить ваше внимание то, что вот таким способом строятся дома у нас в Липецкой области. Мы находимся на русской равнине, и у нас не бывает землетрясений, то есть нету никаких подвижек. И этот метод, я думаю, используется не везде, так как в южных регионах могут быть землетрясения, и у них немного другая технология. Там заливаются уже колонны бетонные, также там все это армируется, чтобы при землетрясении избежать разрушения зданий. И давайте я еще напоследок покажу вам облицовочную кладку. Шов у нас идет на 8-ю калибровку 8 мм, вертикальный шов также 8 мм, раствор притемненный с добавлением красителя. И получается вот такая красивая стена, симпатичная кладка. И вот таким образом у нас происходит строительство дома. Есть разные варианты. Бывает, что из газосиликатного блока строят в первую очередь, так как не хватает денег, не хватает бюджета, а потом через несколько лет, кто-то через 10 лет, кто-то бывает и через 15 лет облицовывает. И вот такая у нас технология строительства, технология кладки. А кому понравилось видео, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем крепкого здоровья. Пока-пока.